Какой женщине ты нужен? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. Как всегда, с вами Вика. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад или на диагностику негатива телефон под видео. Мне показано, что сейчас вас гложет какой-то вопрос, да? Понятно, что поскольку это общий расклад, у всех будут разные проблемы. У кого-то проиграется переживание по поводу личной жизни, по поводу отсутствия женщины рядом. Вот мне показано, что да, вы вроде бы и хорош собой, да, весь такой, и физическая форма неплохая, и внешне. И, в общем-то, денежка есть, да, как бы под забором не валяетесь, грубо говоря. Но, тем не менее, почему-то вот проблемы проигрываются, что очень сильно вас настораживает и напрягает. У кого-то может проиграться на сегодняшний день проблемы с работой. Здесь вы можете либо задумываться о переменах, может быть, ищете работу, либо же еще находитесь, ну, таких в сомнительных энергиях, да, стоит, не стоит, взвешиваете все за и против и понимаете, что, ну, по финансам как-то все больше вам тяжелее, все как-то более туговато. Вы человек, который следит за собой, вы, возможно, до сих пор занимаетесь либо же спортом, следите за собой, может быть, даже кто-то на диетах периодически сидит. Ну, то есть даже, может быть, вы выглядите моложе своего возраста. Вам могут не давать ваши годы. И давайте как раз сделаем маленький опрос. Напишите, ребят, вот как вы считаете, вы выглядите моложе своего возраста или нет? Может быть, вам окружающие что-то говорили, да? Вот как вы считаете? Ну так, по-честному. Далее, женщины, вам, конечно же, нравятся довольно такие распрекрасные. И что бы вы мне ни говорили, вот иногда пишите мне в комментариях, что вот неважно, какая внешность, главное душа. Душа это все хорошо и замечательно, но для вас немаловажно, как женщина выглядит, ее аккуратность, ее чистоплотность, ее внешность, конечно же. С какой-то мышкой-замухрышкой вы точно не свяжетесь никогда. Вы исключительно вот по жизни нацелены всегда на серьезные отношения. Кто-то, возможно, даже планирует еще жениться, да, если, ну, будет такая возможность, если появится достаточно такая женщина, которая, я не знаю, как это назвать, которая все-таки сможет вас склонить к браку, да, то есть вы особо так бодаться, сопротивляться не будете. Вы готовы, но главное, чтобы попалась такая женщина, встретилась такая женщина, да. Так, еще что о вас можно сказать? Очень чувствительный вы, даже, может быть, чрезмерно чувствительный. Могут в вас, знаете, как будто вот две половинки уживаться, если можно так выразиться. С одной стороны, вы, да, сильный, выносливый, можете грозно выглядеть. С другой стороны, вы в душе очень ранимый, очень чувствительный, очень переживательный. Причем, может быть, даже иногда и плаксивость бывает повышенная, но это скорее, когда вы находитесь в одиночестве. Может быть, это ночами в подушку. Это может быть, когда вы смотрите какие-то фильмы, либо передачи такие трогательные, чувствительные и так далее. И опять-таки, несмотря на вашу такую внешнюю силу и мощь, есть, опять же, момент внутренних сомнений. То есть часто вас посещают какие-то сомнения, да, по поводу той или иной ситуации. Но опять же, это связано, может быть, даже как раз с вашей нерешительностью. Часто приходилось, ну как часто, да, плюс-минус, у каждого это по-своему, конечно, проиграется. Были моменты, когда приходилось либо же идти одному против всех, да, может быть, приходилось за что-то бороться, отстаивать. Вы никогда не будете сдаваться перед трудностями. Вы будете идти до конца, несмотря на какие-то невзгоды, тяготы, да, то есть вы не будете пасовать при первых же каких-то неудачах. Вот если вы поставили цель, то вы идете к ней.
Но вот то, что касательно женщин, ну, то, что вы очень жестко их отбираете, ну, такой кастинг проходит у тех, у кого происходят знакомства, да, потому что я вижу не у всех происходят знакомства. Есть среди вас те, которые не готовы на сегодняшний день вообще вступать в какие-либо отношения. Но опять же, скорее всего, это проиграется у тех, у кого либо же еще свежие душевные раны, либо же вы не отпустили женщину, да. Поэтому я вам скажу так, ребят, вы, в общем-то, человек, который настроен серьезно по жизни. Вот если так обобщить все, вы целеустремленный, вы постоянный, вы всегда во всем ищете какую-то зацепочку, да, чтобы можно было вот оправдать человека. Вы всегда пытаетесь не очернить, а наоборот обелить человека, либо же ситуацию. Напишите, у кого проигрывается это. У кого-то из вас, может быть, недавно сорвалась либо какая-то поездка, может быть, отпуск сорвался, да, вот какой-то отдых. Это может быть даже поездка за границу, это может быть, ну, просто банальный отдых, отпуск, выходные. Причем очень неожиданно, то, ну, конечно же, это вас очень огорчило. Может быть, вышли за кого-то подработать, да, может быть, еще как-то начальник ну, нагнул, грубо говоря, да. Поэтому, мои дорогие, вы сильные, вы смелые, что я могу сказать, да. Но единственное, вот почему-то мне идет информация, что у многих нет счастья в личной жизни. Женщины, я не скажу, что очень много встречаются на вашем жизненном пути, ну, достойные, я имею в виду, да, вот нет таких, чтобы ахнуть, схватить и убежать. Очень мало женщин было таких достойных в вашей жизни. Ну, давайте-ка разбираться, какой же женщине вы все-таки нужны. Давайте-ка будем смотреть, кто же к нам пришел на расклад. Ух ты, ничего себе поворот. Я думаю, вы сейчас будете в шоке точно так же, как и я. Но к нам почему-то на расклад сегодня неожиданно пришла женщина, с которой у вас разрушены отношения. У кого-то это может проиграться жена, у кого-то просто были отношения, у кого-то любовница может проиграться, с которой вы можете либо не общаться, либо очень редко общаетесь. Она моложе вас, она такого хрупкого телосложения, может проиграться брюнетка, выглядит моложе своего возраста. Женщину, с которой вы очень много конфликтовали, с которой однозначно не хотели бы общаться. Но опять же, как мне показано, есть даже те, которые, несмотря на вот эти все перипетии, на все проблемы, которые она вам доставляла по жизни, все-таки вы еще надеетесь что-то с ней наладить. Это женщина, которая вот может сделать скандал из ничего. При всем при том, что она может иметь хорошенькую внешность, да, вот она может быть такая няшечка, такая милая, распрекрасная, но когда ее узнаешь поближе, ну это, держите меня семеро, это караул. То есть внешность обманчивая. С ней у вас было много как позитивных когда-то моментов, точно так и негативных. Причем вот эти вот негативные, они как-то настолько перечеркивают все то хорошее, что было, настолько это все было очень болезненно. Все эти конфликты, все эти ссоры, расставания, да, все эти обещания, потому что в свое время она давала вам много обещаний, да, может быть там, либо же она будет помягче, может быть она у кого-то обещала, что она будет больше времени там вам, семье посвящать, либо еще что-то, да. Но она их как-то особо не придерживается. Причем она обещания дает не только вам, пустые обещания, а и вообще людям окружающим. Ну, такая, знаете, как пустомеля, почему-то мне хочется ее назвать. Итак, давайте-ка будем смотреть все-таки, почему это она вдруг про вас вспомнила, да, вдруг она поняла,
что вы ей нужны. Вот это поворот. Я почему-то думала, что это... Но мы сейчас посмотрим. Может быть, еще какая-то женщина будет. Не только это. А то уж как-то совсем не туда расклад у нас пошел. Ну, ты посмотри. Снова те же карты. Ну, те же карты. Знаете, когда она поняла, что спустя какое-то время после того, как вы расстались, что она уже не такая распрекрасная, какой она себя возомнила, к ней не будет очередь из мужчин стоять, она не будет в таком шоколаде, о котором она мечтала. Понимаете, она как будто зазвездила слишком много в свое время. Здесь, конечно же, и самооценка выше крыши всегда была. Слишком много она зазвездилась, но очень больно ей будет падать. И эти падения у нее, в принципе, уже начались. Падение в личной жизни, падение вообще как-то у нее сейчас рушится, как будто все сферы жизни. Только сейчас, вот анализируя свою жизнь, а уж поверьте, она ее анализирует, она далеко не глупая женщина, она понимает, что, в общем-то, во всех своих бедах она виновата. И только сейчас она понимает, что как раз тот мужчина, который ей нужен, это вы. Но она вас потеряла. Только сейчас она понимает, что никто другой не будет так заботиться о ней, никто другой не будет любить, кружить, вкладываться и так далее. Она, конечно же, не показывает этого. Она старается наоборот. Вот если вы там, может быть, кто-то пересекается каким-то образом, да, может быть, кто-то все равно иногда общаетесь там или из-за детей, там по поводу детей, либо еще какие-то вопросы. Вот она всячески на людях и при вас, и без вас. Она старается вот всегда держать марку, старается быть на высоте, что она такая счастливая, у нее все так классно. Плюс она любительница еще приукрасить. Вот она любит, из нее хорошая, наверное, сказочница вышла бы. Даже ее друзья-приятели, в общем-то, думают, что у нее все в шоколаде, у нее есть мужчина, да, вот, ну, то есть она это так все красиво преподносит, а потом сама же чуть ли не рыдает ночью в подушку. Только сейчас, вот потеряв вас и потеряв много чего в своей жизни, то есть, знаете, как сказать, вот по-простому, вместе с потерей вас она потеряла много чего в своей жизни. Вот вы у нее были как талисман своего рода. Я даже не говорю как спонсор, это даже само собой. Но вот вы своим присутствием, своими действиями, да, вот всем, чем только можно, вы приносили ей удачу. И только сейчас она поняла, у нее без вас, вот, ну, спустя какое-то время, да, начались проблемы вообще и по работе. У нее стоит вопрос увольнения. У нее, возможно, даже у кого-то проиграется, что у нее урежут, либо уже урезали зарплату. Плюс там еще начинаются проблемы по здоровью, и в том числе там и гинекология, там проблемы с сердечком, сердечно-сосудистой системой начались. Там много будет проблем, но сейчас не об этом. И только сейчас она начинает понимать, да, вот как сильно вы ей нужны, но в то же время она понимает, что все, назад дороги нет. Прогнуться она не прогнется. Вас она опять-таки знает, что вы не пойдете никогда на попятную. Вы человек, который, если принял решение, то принял. Да, вы можете сомневаться, как я говорила, вот в сигнификации, да, там в начале расклада. Вы можете обдумывать, сомневаться, но потом, если вы отрезали, то это все. Обсуждению больше не подлежит. Поэтому она знает вас. Унижаться она точно не будет, валяться в ногах, прости меня и так далее. Поэтому только сейчас она понимает, что вы тот человек, который на самом деле ей нужен, но которого она так по-глупому, так по дурости даже потеряла. Она понимает, что все могло быть иначе. Она понимает, что она могла быть в любви, в счастье, ну, в шоколаде со всех сторон, да? Этого человека можно только пожалеть. Вот ее можно реально пожалеть.
знаете, почему-то она, может быть, вы даже кто-то и заметили, она, может быть, даже вот если вы пересекаетесь как-то, она последнее время, может быть, боится попадаться вам на глаза. Вот как-то ей стыдно. Либо же она, если даже и бывают какие-то встречи у вас, она может прятать глаза, опускать глаза, да. Вот если вы заметили кто-то, напишите, ребят. Это какие-то вот внутренние муки совести. Это вот то, что у нее еще хоть немножечко осталось. Она себя может вести странно. Она может, смотрите, ребят, еще как может проиграться. Из-за того, что ее колбасит, да, вот из-за какой-то вот ностальгической такой нотки, она может чудить, она может вдруг внезапно, вот если вы, к примеру, какой-то долгий период не общались, она может начать наяривать, названивать вам, вот внезапно, под любым предлогом. Либо же смски писать, там, лайкать фотографии, ну, то есть вот какие-то такие, знаете, чудеса творить, то, что она раньше, может быть, не делала. Еще я вам скажу так, будьте осторожны, потому что у кого-то может проиграться, что вот у нее окончательно сорвет башню от того, что сейчас происходит в ее жизни, от того, что она, ну, такая одинокая, никому не нужная себя чувствует. Может вплоть пойти до какой-то колдуньи, либо же что-то химичить сама. Ну, как знаете, бывает, начитаются где-то каких-то заговоров и начинают чудить, а потом расхлебывают последствия. Поэтому здесь я не исключаю, что может пытаться кого-то из вас привораживать. Вот она думает, что вот если она приворожит, то это все, вы сразу же ее полюбите. Да, причем, смотрите, здесь может быть приворот через питье, через какую-то жидкость. Ребят, все, что пьется, чай, кофе, там, компоты, ну, все что угодно, да, хоть и водичка. Пока вы где-то там отвернулись, она плеснула и все. Поэтому, если вы где-то пересекаетесь, а есть такой вариант, что вы можете пересечься даже после долгой разлуки. Разные бывают ситуации, мы в общем раскладе их не будем разбирать, поэтому просто будьте бдительны. Если вы сели в кафе, допустим, да, вот с ней там за чашкой кофе, просто о жизни поболтать, ну мало ли, ну встретились, ну всякое бывает, то не отлучайтесь ни в туалет, никуда. Вот, ну, по крайней мере, если вот ваша чашка там либо бокал стоит, никуда не отлучайтесь глаз да глаз. Только так. Потому что придется потом снимать привороты. И не факт, что этот приворот начнет действовать так, как это нужно. Потому что бывает накосячат разные там самодельные колдуны и колдуньи. А потом приходится расхлебывать человеку разные проблемы и по здоровью, и все что угодно. Поэтому, мои дорогие, что я вам скажу? Ваша дамочка, которую вы уже не хотите видеть, и неважно, это любовница, бывшая, да, все равно это женщина, которая очень много грязи и гадостей привнесла в вашу жизнь. Она только спустя какое-то время поняла, как сильно вы ей нужны. Ну, что имеем, не храним, потерявши плачем. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!